Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я строю очень раритетный ЗИЛ. И на самом деле мне очень жаль, что АВД не выпустит его в обновленном виде, потому что Кунг – это довольно знаковая и интересная машина, и она очень узнаваема при этом. И мне кажется, что на севере или в Сибири эта машина послужила, и там является таким символом покорения тайги. И надеюсь, это видео будет интересным. Поехали! Итак, передо мной мастерская МТО на базе 131-го ЗИЛа. Это набор от АВД, и это второй вид их коробки, потому что изначально фирма появилась, наверное, в начале 10-х годов, и выпускали наборы в виде вот таких вот как бы посылок с марками и таким вот рисованным бокс-артом. А на обратной стороне у нас модели, которые есть в автопарке АВД. И они выполнены в виде вот таких марочек. Я собирала вот этот ЗИЛок с такой квадратной мордочкой. Также у меня есть снежный плуг, или как правильно это назвать, снегоуборщик. И остальные модели являются очень большим раритетом. Ведь ЗИЛка перевыпускали уже несколько раз, а другие модели еще ни разу. Вот МАЗ довольно интересный. И автолестница тоже пожарная. Давайте смотреть, что внутри. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. А так внутри там классический набор от АВД, детали из АБС-пластика, прозрачные детали, декали, фототравленные дворники и резиновые колеса. Ну и самое интересное, тут инструкция. Инструкция сделана так, как будто это для какого-то служебного пользования, потому что это просто распечатанные листочки, даже не по порядку. Листы идут, даже не знаю, как правильно это сложить, чтобы было по порядку. В общем, тогда ребята об этом не заморачивались, и я считаю, что очень зря. То есть сама схема, это все расположение деталей, общий вид готовой модели. И вот, собственно, вся схема. Без шагов, просто два листа, где мы собираем раму, кабину и внутреннюю часть кабины. Все. Так что это довольно неудобно и не очень понятно. Но так как я уже собрала не один ЗИЛок, я это сделала практически без инструкции. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Модель я собрала при помощи клея, суперклея момента. И я решила подробить модель на вот эти 4 составляющих. Это рама, сама установка Кунг, внутренняя часть кабины и сама кабина. Так что эти детали уже готовы к окраске. Осталось только их хорошенечко обезжирить. Поехали. В начале окраски я всегда грунтую модель, особенно когда дело касается больших плоских гладких поверхностей черного пластика, на которые краска может ложиться с непредсказуемым качеством и даже скатываться. Так что грунт для модели от АВД – это обязательный этап покраски. А потом я окрасила раму грузовика в черный цвет. Работа над советскими машинами всегда проста тем, что рама почти всегда черная. Кабина и кузов у меня будут, естественно, зеленого цвета. Тут я применяю краски от фирмы Machete, и это оттенок 4BO с легким добавлением серого цвета.
А у меня в коллекции уже есть несколько моделей грузовиков ЗИЛ-131. Например, давным-давно АСМ выходило несколько таких машин. В 35-м масштабе, пожарный с характерной надписью «Сергиев Посад». А еще я делала необычный вариант модели в виде грузовика из постапокалипсиса, где грузовым кузовом выступал морской контейнер. Так что, несмотря на то, что АВД давным-давно не перепускали свои модели 131-х ЗИЛов, я с удовольствием взялась за постройку модели из такого раритетного набора. ЗИЛ-131 стал культовым советским грузовиком, который выпускался в период с 1966 года по 2002 и заменил предыдущую модель ЗИЛ-157, хоть их производство и частично пересекалось почти 28 лет. Этот трехосный полноприводный автомобиль с колесной формулой 6х6 изначально разрабатывался как военная машина, но широко использовался и в народном хозяйстве. И интересно, что его прототип четырехосный ЗИЛ-132 так и не пошел в серию. А в качестве ручных работ тут надо поработать над торпедо, креслами и некоторыми элементами экстерьера. Одной из главных особенностей ЗИЛ-131 был его бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель ЗИЛ-5081 объемом в 6 литров и мощностью в 150 лошадиных сил, который, несмотря на свой высокий расход топлива, он доходил до 50 литров на 100 километров, славился надежностью и способностью работать в экстремальных условиях, включая даже сильные морозы. Позже появились модификации и с дизельными двигателями, включая ЕМЗ-236 и также ММЗ-Д-245. Любопытно, что военные изначально критиковали дизайн кабины, особенно панорамное лобовое стекло, считая его непрактичным, и в итоге был достигнут компромисс. Стекло разделили на две части, а крылья сделали плоскими для удобства ремонта. Автором оригинального дизайна считается Эрик Сабо, выпускник Строгановки, хотя его имя часто умалчивается в официальных источниках. Смывкой я выделю рельеф ЗИЛа. В основном поработаю над обшивкой Кунга, а также над дверными проемами. ЗИЛ-131 отличается уникальной для своего времени системой централизованного регулирования давления в шинах, что изначально повышает его проходимость. Грузовик также мог преодолевать брод глубиной до 1 метра 40 сантиметров после подготовки, и также он имел дорожный просвет до 355 миллиметров. При этом его снаряженная масса в ранних версиях достигала 6700 кг, что почти на тонну больше, чем у его предшественника ЗИЛ-157. А при помощи клея для прозрачных деталей и силиконовой кисточки я поставлю стекла на свои места. Хотя эта кисточка не лучший выбор для таких работ. Парадоксально, что именно успех ЗИЛ-131 в какой-то мере способствовал упадку завода ЗИЛ. Когда военные в 90-х годах начали отказываться от этого грузовика в пользу более экономических моделей, предприятие потеряло основного заказчика и в итоге практически перестало существовать. Тем не менее, на Уральском автомобильном заводе производство продолжалось до 2002 года под маркой «Амур». Грузовик имел множество модификаций, включая сидельный тягач, северное исполнение и даже последнюю версию знаменитой «Катюши». На его шасси устанавливали радиолокационные станции, мобильные командные пункты, пожарные машины и другую спецтехнику. Всего насчитывается более десятка версий пожарных модификаций. Интересный факт, что в период с 2014 по 2016 годы некоторые страны, включая Украину и Молдавию, проводили модернизацию старых ЗИЛ-131, устанавливая в них современные дизельные двигатели, например, от Mercedes, что продлило срок службы этим машинам. И вот такой ЗИЛок у меня получился, и это довольно интересный образец, который будет очень красиво смотреться в моей коллекции. Он получился довольно чистеньким, хотя я люблю немножко полузаброшенные машинки. И надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.